наш. Он типа в наружном сидит в боксе, но говорят, что долгое пребывание на солнце вот этот флекс может уничтожать. Поэтому мы его пытаемся закрывать от солнечного света. Прежде использовали вот туалет кошачий, вот так вот, он идеально вообще вот так вот. Раз, ну что, ветер его даже не сдувал. Но, судя по всему, ультрафиолет уже подраздал. Причем недолго, очень недолго, это пару месяцев продлилось. И туалет котячий начал приходить в негодность. Поэтому принято было волевое решение попробовать, да, сделать накрытие из бывшего опрыскивателя. Ну вот неизвестно пока, что получится. Вот. Но что хорошо, что даже если не получится ничего, то штука эта выполнена из материала полимерного, который поддерживает горение и сам участвует в горении. Ну, его сможем в случае чего просто сжечь, если не получится неудавшуюся заготовку. Не буравить, непонятно. О, да мы можем же болгаркой резануть, да? Да, мы можем резануть болгаркой, и нам не придется идти за сверлом и за не сверлом. Все отлично. А потом мы по болгарочному уже пойдем лобзом. Хотя мы можем все болгаркой лупануть. Да? Короче, лобз-то тоже надо обкатывать. Вот. Все работаем в маске. В масочке. Болгарочка, вот. По краям оплавления. Хотя, кстати, можно не драконить с этим самым, с лобзом-то. Сейчас проверим. Не, лобзом, наверное, интереснее, потому что болгарка уже поднадоела, а лобзом... Это болтики вылетают. Опа, Степа. Ну, а теперь интересно, что же у нас получилось. Чикс. Чикс. Ну, что-то получилось. По крайней мере, ту зону, которая призвана быть, оно закрывает. Можем, конечно, мы сейчас попробовать пойти дальше, сейчас обрезать вот еще вот такое. Не хватает полотнища. Может, болгаркой пильнем. Тут как раз удобно будет. Так. И что же? Только там же у нас пломбочка. Ну, где-то вот в таком вот режиме. Пломбочка. Кстати, пломбочка. Пускай будет, и все будет четко.
От солнца оно заслоняет более чем. Слетать оно не должно. Короче, вот такой вот. Колхоз есть колхоз, ничего не поделаешь. Вот это вот, это такое накрытие для вот того вот тройника. Тогда, когда ставили счетчик, меняли относительно недавно, то я попросил, чтобы мне выкинули, ну, 220, чтобы сделалось и тут. Чтобы не с хаты тянуть, а вот чтоб. И оно сделалось. Оно повисло на вот таком вот проводке, короче. Но его дождь как бы донимал, а руки не доходили. И, в общем, нашлась вот как раз вот на вот этом вот складе вот этих вот запасных частей, нашлась вот эта коробочка, которая была сюда, значит, смонтирована при помощи вот такого вот крючка, вот тут вот подвешен был вот этот тройник. Ну, по крайней мере, теперь, короче, теперь думаю, что его надо снять, пошкурить, покрасить, бог его знает. А может и не надо, потому что, судя по всему, он в агрессивной среде воды и подвержен ржавению уже много лет, и, скорее всего, еще на много лет ржавения его хватит. Такие дела. А вот это придется теперь, когда у нас есть эта зеленая штука, теперь это придется в топку.